Здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней программы – неврологические последствия коронавируса. Около 40% пациентов, которые перенесли ковид, жалуются на неврологические последствия. Они могут быть легкими, например, появляться головной болью, головокружением, тошнотой, нарушением сна, снижением работоспособности, так и тяжелыми. К ним относятся ишемический инфаркт головного мозга, повреждение спинного мозга и полинейропатия, повреждение периферической нервной системы. Нередки нарушения равновесия, вертикального положения тела в пространстве после того, как пациент долгое время провел лежа. Реже могут возникать повреждения, ведущие к параличу верхних или нижних конечностей или всего тела. Какие же особые методики диагностики неврологических нарушений существуют? Какой подход к реабилитации используется? Об этом и о многом другом буквально через минуту расскажет врач-специалист. Ученые провели ряд исследований, которые доказали прямое влияние коронавируса на психическое и неврологическое состояние пациентов. Потеря вкуса и обоняния, спутанное сознание, сильные головные боли и головокружение – все эти и другие симптомы указывают на поражение центральной нервной системы и нарушение работы мозга. У части пациентов, которые полностью выздоровели от COVID-19, длительное время наблюдаются осложнения, такие как депрессия, тревога, проблемы с памятью, так называемый мозговой туман. Также регистрируется повышенный риск инсульта. Итак, тема нашего сегодняшнего выпуска – неврологические последствия коронавируса. А в студии у нас врач-эксперт, кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующий неврологическим отделением клиники номер 1 Центральной городской клинической больницы Павел Владимирович Стариков. Здравствуйте, Павел Владимирович. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Взаимно. Я думаю, что очень многим телезрителям будет очень полезна эта программа и, в частности, ваши рекомендации. Вот вы знаете, мы уже как-то с вами говорили о неврологических последствиях коронавируса, но эта тема обширная, она неисчерпаема. И каждый день вот я слышу о каких-то новых симптомах, которые люди испытывают от тех, которые перенесли коронавирус. И вот этим симптомам не счесть числа. Вот скажите, пожалуйста, почему вдруг инфекционное заболевание вирусное и поражение нервной системы? Почему это происходит? Ну, вы знаете, здесь новшества никакого нету. Вирусные заболевания могут вызывать в острой фазе одну клиническую картину, одни жалобы пациенты предъявляют. А в период, когда выздоровел человек от инфекционного процесса, то есть спала лихорадка, спал жар, уже человек может трудиться, а появляются последствия какие-то, перенесенной, в том числе инфекции. Все они есть. Но вот какой-то вирус более тропен к кишечнику, какой-то более тропен к нервной ткани, вот как вирус герпеса, герпес-зостер. Вы знаете, что опоясывающий лишай вызывает, что вот эту боль по ходу нерва, он не вызывает заболеваний в кишечнике, он именно вызывает боль в нерве. Но вот точно так же у коронавируса есть свои осложнения. В остром периоде мы все знаем, что в остром периоде коронавирус поражает 3 органа, 3 системы. Первое – это легкие, кишечник, который информация до врача доходит мало, и пациент, то, что у него расстраивается стул, не всегда замечает. И тромбозы. И тромбозы, кстати, надо сказать, легкие – это самая яркая симптоматика. Почему? Потому что это кашель, температура, можно сделать рентген. А тромбозы сосудов, дело в том, что их можно заметить только если сосуд закроется очень значительно или полностью. А если он закрылся частично, как ты без УЗИ узнаешь? Это не пощупать, это не понюхать, это не проверить ни рентгеном, можно только ультразвуковым сканерами проверить. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. У нас уже есть звонок в прямой эфире. Конечно. Давайте послушаем. Мы слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит из города Старая Русса. В январе месяце я переболела... Да, продолжайте, пожалуйста. Коронавирусом. У меня очень много, во-первых, этих болезней. Мне 71 год. И воспроизводится все на свете. И болит голова. Тут буквально недавно начала неметь губа.
верхняя и нижняя. Я уже испугалась, как бы инсульт, давление померила нормальное. Проблем очень много по суставам, сердце у меня, вот я лежала в кардиологии, вдруг, гипертония, но я принимаю уже много лет таблетки от нее. Вот, сердце, ишемию нашли. В общем, полный букет. Подскажите, что делать? Это вот такая полиорганная, да? Но дело в том, что вот из вашего звонка, как только вас зовут, вы не представились-то? Ну ладно. Не важно. В общем, из вашего звонка я понял, что есть хронические заболевания. Если причиной их обострения была вирусная инфекция, нужно посмотреть, есть ли осложнения коронавируса, про которые вот я сейчас начал говорить перед звонком, в том числе тромбозы, есть или нет, и тот орган, который задействован, ну, в том числе головная боль, можно посмотреть УЗИ сонных артерий и УЗИ артерий и вен мозга. Это в Старой Руси возможно сделать. Если течение этих заболеваний, как вы сказали, гипертоническая болезнь, болезнь суставов и что там еще-то было? Гипертония, да, гипертония, да. Если они не ухудшились во время коронавирусной инфекции, то стоит продолжать лечение этих заболеваний, не связывая с коронавирусом, потому что он не обязательно обостряет у каждого человека хроническое заболевание. Поэтому я думаю, что вы наблюдаете у терапевта, а если есть четкая связь, что головной боли не было до коронавируса никогда в жизни, и головная боль появилась после коронавируса, то тогда, конечно, смотрим, делаем КТ головы и сосудов. Если головная боль была и до коронавируса, то коронавирус здесь вообще ни при чем. Поэтому здесь нужен анализ. Чтобы понять, связь есть или нет, то нужно, конечно, обратиться к доктору, чтобы доктор связал вот эти факторы, и надо кого-то найти виноватым. То есть виновата или гипертония, или сосуды, или коронавирус, потому что вопросов очень много. Из вашей беседы за 30 секунд, конечно, это не понять. Нужен полноценный врачебный прием. И не забывайте, что не все надо валить на коронавирус, что жизнь продолжается, то есть со всеми старыми проблемами, со всеми старыми радостями, горестями. Она не все у нас, коронавирус не везде прям, не в каждой сфере. Итак, а то, что не имеют губы? Не имеют губы. А дело в том, что это к инсульту не имеет отношения. Чаще всего, не говоря вот о конкретной нашей новгородке, да, это чаще всего связано с гипертонической болезнью, чаще всего. С коронавирусом таких симптомов не наблюдается, и чаще всего у волнительных женщин вот это вот, а это не является, не менее верхней и нижней губы, не является симптомом инсульта. Симптом инсульта, как говорю, вытянули руки вперед, одна рука опускается. Внезапно перестает говорить, перекосило лицо, не слушается нога, половина тела. Вот симптомы инсульта. Тут как бы к инсульту вроде бы вот по рассказу претензий нету. Мы напоминаем, что наш телефон 67 97 67, именно сейчас в 12:40 мы работаем в прямом эфире, поэтому, вернее, выпуск, который выходит в 12:40, идет в прямом эфире, дальше будут только повторы, поэтому звоните. Сейчас есть прекрасная возможность задать доктору вопрос напрямую. Если позволите... Вот давайте вот я первое... Да, договорите. Легкие, кишечник, сосуды – это то, что в остром периоде поражает сам коронавирус. Причем про сосуды у нас сейчас уже накопились данные, тем более у меня жена работает врачом ультразвуковой диагностики у нас в больнице в экстренной. Накопились уже данные, что появляются тромбозы, чем отличаются тромбозы в докоронавирусную эпоху и в коронавирусную эпоху? Они везде, они просто вот везде. И у тех людей, у которых не должно быть. Вот, собственно, чем отличается тромбоза это. В остром периоде невропатолог наблюдал очень много тревожно-депрессивных расстройств. Сейчас прошло 1,5 года после дебюта этой пандемии, и сейчас тревога, депрессия, она как-то сходит на нет. Сейчас вылезают, собственно, совершенно другие жалобы. Вот у вас в перечислении, в самом начале вступления, они звучали. Это онемение конечностей по типу перчаток и носков, это различные полиневриты, это вот как раз получается поражение нервной системы,
уже не самим коронавирусом, он уже исчез из организма, это аутоиммунное поражение. Вот сейчас таких больных больше всего на приеме у невролога, а тревожно-депрессивных состояний их меньше стало. Вот за 1,5 года. Ну, вы знаете, вот такой традиционный вопрос для нашей программы. Что же делать для того, чтобы не заболеть? Вот вы как врач, который сами перенесли коронавирусную инфекцию. Да, 2 раза, как сезонный грипп, сезонная коронавирусная инфекция. Тем более, если ты работаешь в больнице, а больница – это там, где очень много заразных больных, и ты, конечно, одеваешь маски, противочумные костюмы, но возможность заболеть у персонала, у медперсонала выше, чем у обычных граждан. Вот. Сбился я, господи. Да, что сделать для того, чтобы не заболеть? Конечно, первое. Нужен у тебя иммунитет. Как его приобрести искусственно? Это вакцинация. Искусственно, если ты не болел, ослабленная, сделанная учеными вакцина, ты вакцинировался и получаешь иммунитет. И шанс того, что когда ты вдохнешь вирус, шанс у тебя гораздо меньше заболеть, чем у невакцинированного человека. Первое. Второе. Кашлянет или чихнет коронавирусный больной на группу граждан, но заболеют все не 100%, а заболеет, предположим, там 5 человек. Да? Почему те 5 не заболели? А есть правила, которые мы говорили уже несколько раз, это те правила, которые продлевают жизнь. Пьешь – получи заболевание, не пьешь – ты более здоров. Куришь – получи легочные заболевания. Не куришь, шансов заболеть не только раком, но и какой-то вот вирусной пневмонией тоже у тебя меньше. Двигаешься 10 тысяч шагов, естественно, твой организм более иммунный, у него более здоровая нервная система, более здоровая иммунная система. Двигаешься много, не лежишь с пивом у холодильника, у этого телевизора, соответственно, ты более здоров. Поэтому сахарный диабет. Если ты переедаешь сладкого или не коррегируешь свои сахара, точно так, шанс заболеть гораздо выше. Не только коронавирусной инфекцией, но и гриппом и любой другой вирусной инфекцией. Вот. А на первом месте, конечно, вакцина. Вот я хочу сказать про себя, своих детей. У меня сын привился спутником Лайт. Почему? Потому что он сейчас поедет учиться в институт, соответственно, там огромнейшее количество детей собрались со всей страны в Подмосковье, вот в этот институт, в Дубно, и шанс заболеть высокий. Он сейчас привился, 3 недели проходит, у него есть иммунитет. Я точно так же, как работник стационара, я тоже привился, чтобы и самому не заболеть 3-й раз, и чтобы не заражать, если, не дай бог, вот я заболею, не заражать всех окружающих. Поэтому, естественно, вакцинация и здоровый образ жизни. Нету какой-то там таблетки, не надо носить кожаный там ремешочек или вешать на шею какие-то разные камушки. Не помогут камушки. Йога тоже не поможет. Алкоголь не убивает коронавирус. Тоже надо сказать. У нас есть звонок в прямой эфир. Мы слушаем вас. Алло. Алло. Да, алло. говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Продолжайте, мы вас слушаем. Это вам звонят из города Старая Русса. Здорово. Пенсионерка, 73 года. Я хотела узнать вопрос, можно ли мне вакцинироваться или нет. У меня ишемия сердца, значит. Дальше. Вы еще с нами? Мерцательная аритмия, сердечная недостаточность, и я перенесла инсульт 5 лет тому назад. Вот мне будет 5 лет как. Так можно мне вакцинироваться? Как вас зовут? Антонина А по батюшке? Георгиевна. Антонина Георгиевна, уважаемая, значит, если вы перенесли инсульт, это не противопоказание, раз. Если у вас есть гипертоническая болезнь, не противопоказание, 2. Если у вас сердечная недостаточность стабильная, и вы вот могли пройти определенное количество метров, ну, например, сколько это для вас, подняться, например, на 5-й этаж без одышки. Если у вас это было год назад, и в этом году точно так же у вас, то есть не изменилось, не ухудшилось, одышка не наросла, отеки не наросли, но, естественно, ваш
участковый терапевт тоже не против, то по сердечной недостаточности, вот то не наросли там, где еще выпад, например, в сердце не появился, то тогда тоже не противопоказание сердечной недостаточности. То есть если она стабильная, если она не нарастает. Так, что еще-то было? Было. Значит, надо проверить, естественно, мерцательная аритмия, надо проверить вашу свертывающую систему и холестерин. Если у вас в сосудах нету свежих тромбов, то есть организм не предрасположен к тромбообразованию, то есть все тромбы, например, холестериновые жесткие, то есть им много лет уже, например, то тогда можно вакцинироваться. Если тромб свеженький и ему буквально там 2 недели, месяц, то процесс идет, естественно, нельзя. Поэтому смотрим на свои симптомы, жалобы, значит, выкладываем как на духу своему участковому врачу, повторяем вот эти все моменты, чтобы ничего не упустить, потому что по телевизору, может, мы какой-то момент забыли, и мы дадим вам совет, может, мы сахара, например, куда-нибудь уехали вверх, а вы сейчас будете вакцинироваться. Все должно быть стабильно. Гипертония стабильная, сердечная недостаточность не нарастает, тромба не нарастает, холестерин невысокий, сосуды довольно чистые или в них новых тромбов нет, пожалуйста, вакцинируемся. Вот, кстати, по поводу опасений, по поводу прививок, что вы можете сказать? Сейчас интернет просто заполонен различной информацией, в том числе и фейковой. Вот вы как врач, как к этому относитесь? Фейковой, так вы знаете, что в принципе желтая пресса всегда существовала. Работа блогером, есть те, которые направлены блоги на какие-то социальные, интересные, значимые моменты, которые стоит развивать, стоит какие-то интеллектуальные блоги вести, стоит вести записи, где общаются люди, например, «Чудо-мама», может быть, ЧП, Новгород, может быть, там можно вести. Вот. Но есть очень много блогов, которые делают себе популярность на каких-то выдумках. Вот современное это английское слово «фейк», то есть это выдумка, обман, и на обмане зиждется, собственно, их популярность и количество просмотров. Они, конечно, выдумывают какие-то совершенно сумасшедшие вещи, невероятные какие-то. Например, по поводу того, что после вакцинации ложки, металлические предметы приклеиваются. Это я не знаю, это уже даже не фейк, это, наверное, какая-то шутка. Тем более связали граждане с чем? Сейчас не могут, сейчас нехватка в мире чипов. Естественно, потому что заводы были закрыты, как и по всей стране. Кстати, экологическая обстановка стала на Земле лучше, глобальное потепление не такое жестокое, потому что некоторые заводы были закрыли. Так вот, закрыли заводы, не могут новые сотовые телефоны выпустить. А эти товарищи желтые, они придумали, говорят, что все чипы пошли вместо вакцин, нам ставят... Я своей собаке ставил чип, 1500 рублей. И вот с точки зрения даже денег, это что, миллиарду людей поставить за 1500 рублей чип, это же сколько денег какой-то меценат поставил. Что самое смешное? Самое смешное, как проверяют, это вот сейчас вот везде самый смешной тест. Это говорят, что тебе поставили чип, потому что можно приложить ложку к месту вакцинации, и вот ложка это прилипает, значит, у тебя поставили вот этот вот чип. Не знаю, что у меня на работе даже пару раз мы посмеялись, вроде бы больше бы это не делали. Вы знаете, не поверите, но когда я вакцинировалась, я проводила тот же самый опыт самостоятельно. С ложкой? Увы, ничего не приклеилось. Но вот у вас свежая вакцинация. Вот мы можем с вами сейчас провести такую опыт. Вы хотите, прямо вы здесь. Хотите меня в эфире тоже? Да. Вот приклеится у вас или нет? Куда вы хотите? Колбук, к грудине? Куда надо вот приклеивать? к месту, да, потому что вакцинации. можно приклеить ложку к любому месту. Теоретически, я же не робот, она не должна приклеиться. Скорее всего, если чип там, то должно приклеиться там. Давайте, ради бога, вот, пожалуйста, плечо. Я думаю, что здесь оголение в пределах возможного. Я получил вакцинацию неделю назад вот в это плечо. Вот ложка из-под чая есть. Да, давайте приложим ложку. Вот если видно, вот где, как вот. Вот чайная ложка. Надо денег еще взять, у кого есть монеты. И
падает, к сожалению. Не, подождите, может быть, это она приклеилась, Может давайте быть, просто сейчас... фокус не удался. Давайте еще один раз. Так. Давайте еще один раз приклеим ложку. Поответственнее Вот она, отнеситесь да, вот эксперименту. ложка, всем видно, вот ложку, давайте смотрим. Значит, проверяем на наличие магнитов, встроенных в мою руку после вакцинации спутником ВИ. Не держится. Не получилось. Давайте монетки проверим. Монетки тоже, да. А есть у вас 5-копеечные монеты-то? Вот Никак, я в студию не захватила. Не 5. Сейчас посмотрю, что у меня есть. У меня вот есть 5 рублей или 2. Давайте 5, побольше уж наверняка. Ну, надо вообще 13 рублей. Сегодня пятница 13, надо бы вообще 13 рублей сегодня приклеить к руке. Такой монеты пока еще давайте, не выпустили. Вот у меня вот 5 рублей. 5 рублей. Так, держим. Вот, ой, где тут? Держится. Монета держится. Монета-то Может быть, жарко в недолго. студии. Недолго. Ну да. К сожалению. Ну да, предположить, что у меня там работающий какой-то тепловой прибор вроде бы невозможно. Но во всяком случае можно развеять этот фейк. Ну, во Ничего не всяком случае, вот в приклеивается. интернете огромное количество сообщений о том, что все это приклеивается, держится, примагничивается, и вот люди прямо это, конечно же, юмор, говорят. то, что мы ложки прикладывали, Да. это, конечно, все смешно, естественно, это шутка. Вот, но в том плане, что там вводятся лекарства. Потому что лекарства тебе показывают эту ампулу, при тебе набирают как положено и вводятся, а микрочипы пока это еще нанотехнологии, пока не так уровень, что миллиарду людей за бесплатно ввести наночипирование. Если собаке 1,5 миллиона стоило, Тысячи. 1500, господи, Да. миллиона, это я уже в людях считаю, там и игла-то была толстая. То есть здесь никак это не проходит, к сожалению, так сказать, эксперимент. Даже из не экономической подтвердил. целесообразности, кому это надо, это всех Вот чипировать. скажите, пожалуйста, если все-таки вот в легкой форме какие-то неврологические последствия человек испытывает, что можно привнести в свой ежедневный, так сказать, образ жизни для того, чтобы быстрее восстановиться? Вот вы как невролог, 1 минутка у нас, 1,5. Люди жалуются на слабость. Люди жалуются на неимение конечности. Слабость после коронавируса связанную можно купировать, надо обратиться к врачу, это возможно. Если есть онемение конечностей по типу перчаток и носков, надо обратиться именно к неврологу, и тоже невролог поможет, потому что это наша специальность полинейропатии. При коронавирусе это есть. Поэтому к врачу последствия можно вылечить. Что вы можете сказать о ходьбе? Вот насколько она показана для Если нету одышки, восстановления? все ходим. Одышки нету, 10 тысяч. Минимум. 5 километров минимум. Вот прямо с самого первого дня начинается? Если или нету постепенно? одышки. Если нет одышки. И позволяет артериальное давление. Если оно не зашкаливает, когда надо принять гипотензивное, да, конечно, двигаемся. Если человек плохо себя чувствует и вот редко выходит на улицу, может быть, с каких-то непродолжительных сначала прогулок начать? Не, ну любая гимнастика, любая нагрузка, она медленно нарастает. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти, за ту информацию, которую вы предоставили сегодня нам, за ваши ответы на вопросы телезрителей, которые сегодня к нам удивительно звонили исключительно из Старой Руси. Спасибо, Старая Русь, за участие в нашей программе, за ваши вопросы. Но сейчас мы подведем итог сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам в понедельник. Центральная нервная система после инфицирования коронавирусом нового типа способна к восстановлению. Специальные восстановительные мероприятия, направленные на лечение сосудов головного мозга и нервной системы, способны улучшить состояние пациентов, повысить когнитивные возможности, нормализовать психическое состояние. Возможность объективно оценить функцию мозга пациента помогает избежать ошибочного диагноза и в случае необходимости обеспечить соответствующее лечение. При своевременном обнаружении изменений и правильном лечении пациент быстрее сможет вернуться к нормальной жизни. Восстановление в домашних условиях неэффективно. Диагностикой и лечением должен заниматься только врач. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор» – рак поджелудочной железы. К нам в студию придет врач-онколог, специалист Новгородского областного клинического онкологического диспансера Алина Юрьевна Ячная. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее на сайте интернет-издания 53 новости и в группе «Скажите, доктор» ВКонтакте. А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы!